Ребят, всем привет! Давненько не записывал видео. Сейчас наконец-то появилось больше свободного времени, которое можно использовать, тратить, в том числе на развитие своего YouTube канала. Многие просили, писали в личку, в комментариях и так далее, сделать видео по созданию мультиаккаунтов. То есть у меня уже одно было видео, записанное год назад по созданию мультиаккаунтов. Там в частности применялась методика для их создания на криптовалютных кранах. Соответственно, для этой цели видео остается абсолютно актуальным, им можно пользоваться, но оно неприменимо и не может быть распространено на сайты с более-менее нормальной защитой. А мы говорим о таких сайтах, как какие-то платежные системы, к примеру, PayPal, да, как электронные площадки, такие как eBay, AliExpress, социальные сети, такие как Facebook и Twitter, такие вещи, как сервисы Google, имеется в виду Google AdSense и Google AdWords, а также различные криптовалютные тематики. Это касается участия в IDO и токен-сейлах, там на CoinList'е, на TokenSoft, участие в whitelist'ах и так далее и тому подобное. То есть вот именно вот это криптонаправление, да, оно тоже требует профессионального подхода, и, собственно, на примере него мы сегодня и будем все обсуждать, разговаривать, рассматривать. В принципе, этот метод будет универсальный, он под все перечисленные мною варианты подходит идеально, его можно использовать и не бояться, что вас где-то там забанят. Есть, конечно, везде свои нюансы, сегодня мы их обсудим. Давайте начнем с того, если вы вдруг не знаете, что такое IDO, токен-сейлы, whitelist'ы, я вам в двух словах сейчас это просто объясню и покажу. Если вы перейдете на сайт CoinList, опять-таки, ребят, все ссылочки, не забываем, будут в описании под этим видео. Все, что я рассказываю, показываю, какие-то сайты, сервисы, все, что требует, так сказать, copy and paste, это будет в описании под видео. Итак, что у нас такое CoinList? Это у нас одна из площадок, где проводятся токен-сейлы. Токен-сейлы или IDO, да, их сейчас называют Initial DEX Offering. То есть это аналог ICO, Initial Coin Offering, которые проводились в 2017 году. То есть когда стартап запускает, значит, сбор средств, раньше это производилось с самими стартапами на их платформах, сайтах и так далее. И многие, кстати, скамились. Это никак не могло, значит, контролироваться. Сейчас это более-менее все централизовано через определенные площадки, так называемые лаунчпады, где вы можете участвовать в данных вещах. И вот CoinList, в принципе, это одна из таких площадок, где листятся новые проекты, которые собирают денежные средства и потом выходят на биржу. Да? То есть смысл в том, что мы инвестируем в проект на ранней стадии по очень выгодным условиям, по низкой цене за токен и так далее. И потом при листинге проекта на бирже, либо там на DEX, мы получаем токены проекта и тут же можем их, например, продать. Если цена растет, а обычно она растет, я сейчас покажу примеры. Но фишка в том, как раз, что участвовать здесь может далеко не каждый. То есть желающих очень много, а мест, так сказать, ограничено. Поэтому такие сайты, в том числе CoinList, проводят своего рода лотереи. То есть есть некая очередь, в которую мы встаем, и потом рандомно выбираются из этой очереди люди, которые проходят и имеют право инвестировать. Да, обычно, например, сейчас на CoinList уже около 500 тысяч людей может быть в очереди, в общей, да, но проходят там в среднем 10-15 тысяч аккаунтов. Вот, то есть считайте, да, какие шансы вам с одним аккаунтом сюда пролезть. Но как раз создавая мультиаккаунты, вы повышаете таким образом свои шансы, и какой-то один из аккаунтов может пройти. Выигрываем мы здесь аллокацию, аллокация здесь $500 конкретно на CoinList. То есть если ваш аккаунт прошел в очереди, вы инвестируете в тот проект, который листится $500, и соответственно на выходе при листинге проекта получаете профит. Если мы пройдемся по тем проектам, которые стартовали на CoinList и потом листились, то здесь мы можем увидеть очень много хороших проектов, которые сейчас в топе CoinMarketCap. И, соответственно, можем увидеть те проценты прибыли инвесторов, которые вкладывали на этапе запуска на данной платформе. И потом, сколько процентов прибыли это дало уже при листинге на бирже. То есть здесь это и всем известная Solana, которая дала, внимание, 88 тысяч процентов прибыли. Это и Flow, который дал более 5000 процентов прибыли. Это и Filecoin, который дал около 4000 процентов прибыли. Это и NIR, это и Mina, и Covalent, и Centrifuga, и много-много других проектов. Можете посмотреть, полистать здесь это все дело. Иксы абсолютно везде. Единственное, кто в минусе сейчас, да, это Algorand. Опять-таки, в минусе почему? Потому что идет сейчас просадка рынка, да, а здесь цена динамическая, она изменяется. То есть вот эта цена Solana, это не максимум, где можно было зафиксироваться инвестору и получить прибыль. Кстати, вот при наведении пишется, да,
что средняя цена $2.40, а хай был еще выше, то есть был тоже очень хороший плюс. В общем, проценты бешеные, вся эта тема очень хайповая, вся эта тема очень прибыльная. Всем рекомендую, сам в принципе принимаю участие в каждом сейле. Это что касается CoinList'а, IDO площадок, токен сейлов. Что касается whitelist'ов, здесь немножко другая история, но очень похожая. Такие вещи обычно проводятся на площадке Gleam.io, и они проходят в формате конкурс. То есть у нас есть определенное количество дней, за которые этот конкурс проводится. В данном случае у airdrop Melon через 21 день завершится вот этот конкурс и будут озвучены результаты. У нас тут есть определенное количество entries, то есть это входы, которые мы зарабатываем за различные действия. Да? Обычно это подписки в Твиттере, ретвиты, присоединение в Discord каналы, в Telegram каналы, различные другие активности, за которые мы получаем определенное количество баллов. Таким образом мы набираем наше количество entries, вот здесь они указаны. После завершения конкурса мы участвуем в такой лотерее. Чем больше у вас вот этих entries, тем выше шанс вашего выигрыша. Вот сейчас общее количество, на текущий момент, общее количество кодов entries в данной раздаче 2,5 миллиона. Если 188, да, я разделю на 2,5 миллиона, то я получу, умножу на 100, то я получу вот такой шанс. Это в процентах. 0,008 условно процентов выиграть данный конкурс с таким вот значением entries. А что дает такие конкурсы? Это либо раздача токенов проекта, либо это возможность участия в их IDO, то есть вас вот добавляет whitelist, у вас гарантированная аллокация под их IDO, например. Вариантов много, у каждого проекта есть, значит, свои условия и свои, соответственно, призы. В данном случае, смотрите, первое место это первые 10 победителей по самому большому количеству entries получают по 60 тысяч токенов каждый. Всегда при этом есть рандомные победители, то есть рандомно из всех выбирают там вот в данном случае 400 человек, которые получат по 300 токенов каждый. Бывает там 3000, 5000 рандомных мест, бывает их нет вообще, то есть в зависимости от проекта и какие условия он выставил для своего airdropа. Чтобы выигрывать в таких вот конкурсах, естественно, вот этих вот баллов, да, входных, которые вы получите, даже если выполните все задания и начнете приглашать там 3-5 друзей, шансы опять-таки остаются около нулевыми. Поэтому, естественно, используются мульти-аккаунты для того, чтобы накрутить ваш основной аккаунт своими же рефералами, и чтобы увеличить шансы выигрыша за счет вот этих вот рефералов, которыми вы накручиваете основной аккаунт. Давайте теперь обсудим конкретику. Как же нам правильно создавать мульти-аккаунты? Но, как я уже сказал, для этого существуют профессиональные решения, а это у нас антидетект браузеры. В сегодняшний день данных браузеров уже достаточно большое количество создано. Я испробовал и промониторил, наверное, большую часть из них, по крайней мере тех, где есть возможность бесплатно потестить, пощупать, так сказать, те аккаунты, которые там можно создавать, да, потому что нюансы есть. Не каждый антидетект браузер помогает вам хорошо и качественно создать мульты, чтобы вас потом не банили. И сегодня я отобрал для вас топ-5 вот таких вот антидетект браузеров, которые, с моей точки зрения, очень качественные, которые позволяют справляться со своими задачами и которые предоставляют так либо иначе бесплатные профили, которыми вы можете пользоваться с абсолютно полным функционалом. Давайте начнем с того, который больше всего импонирует мне по всем параметрам. Но опять-таки я говорю, что на текущий момент времени. Это браузер Dolphin Anti. Он пока находится в бета, но уже с полным функционалом, и им можно пользоваться. Здесь вы можете создать 10 бесплатных профилей и, собственно, ими пользоваться абсолютно бесплатно с полным функционалом. Данный антидетект браузер подходит для любых задач. Здесь, видите, пишется арбитраж трафика в Google, в Facebook и в TikTok. На самом деле данный способ идеально подходит и под создание мультиаккаунтов на платежных системах, на электронных площадках, на криптовалютных платформах, таких как CoinList, для участия в whitelist'ах и так далее, и так далее. Значит, ссылочка, естественно, будет в описании под этим видео. Если будет желание приобрести платную подписку, а тарифы здесь следующие, давайте их сразу посмотрим. Вот смотрите, бесплатный тариф, значит $0 в месяц, создание 10 профилей. Тут же возможность докупить дополнительные профили. За каждые 10 профилей вы будете платить по $10. Максимум можно создать 50 профилей при вот таком режиме. Да. Базовая подписка здесь за $89 в месяц вы уже получаете 100 профилей браузера. Плюс у вас есть возможность создавать дополнительных пользователей. А каждый пользователь это еще такое же количество профилей в браузере. Остальные подписки вы видите. Подписка Team за $159 300 браузерных профилей и за $299
$99 до 1000 профилей. Можно увеличивать вплоть до 10 тысяч профилей. Это для супер арбитражников стоит $1349 в месяц. Конечно, актуальные цены всегда смотрите на сайте в графе тарифы. Теперь давайте перейдем к его функционалу, рассмотрим, что там как. В принципе, у всех практически антидетект браузеров примерно одинаковый функционал, плюс-минус, то есть начиная с одного вы поймете, как работать с другим. Некоторые нюансы есть, сегодня мы их посмотрим и обсудим. Переходим на графу скачать и скачиваем под вашу систему данный антидетект. У меня Windows, поэтому скачиваю под Windows. Скачиваем, устанавливаем и заходим в браузер. Вот таким вот образом выглядит у нас внутренности данного программного обеспечения. Создаем аккаунт, и мы вот здесь по кнопочке Create Profile. Кстати, давайте поменяем язык внизу. Он меняется на русский, чтобы вам было удобнее. Через плюсик можно создавать новый профиль. Это и есть ваши, собственно, мульти-аккаунты. Да, каждый профиль это отдельный аккаунт. Давайте разберем, что там у нас есть. Нажимаем на плюсик, и нас перекидывает вот в такое окно, где у нас видны основные и дополнительные настройки. Сначала у нас идет название профиля. Логично, если мы создаем профили под CoinList, то мы называем, соответственно, CoinList 1, CoinList 2 и так далее. Далее идет у нас статус. Статус создается в отдельном окне, мы потом это рассмотрим. В принципе, это просто надпись для вас. Например, там рабочий, нерабочий, забаненный и так далее. То есть просто для вас различные статусы, которые вы можете конкретно к данному аккаунту применить. И сразу в табличке потом видеть определенный статус данного аккаунта. Теги это что-то подобное статусу, но здесь более персонализировано. Далее идет выбор системы, на которой как бы работает мульти-аккаунт. Я здесь советую всегда ставить ту операционную систему, которая у вас фактически стоит на том компьютере, где установлено программное обеспечение Dolphin Anti. У меня Windows, поэтому выбираю я Windows. Далее идет та сфера, под которую вы создаете мульти-аккаунт. Если какой-то сферы нет, это абсолютно не означает, что под нее создавать нельзя. Данные значения просто дают вам вспомогательные инструменты. Например, если вы выберете Facebook вот здесь и создадите потом этот аккаунт, запустите его, то у вас сразу будут определенные закладки конкретных страниц Facebook, работа с Facebook Ads, всякие нюансы, которые именно для вот этих вот сфер характерны. Я, соответственно, выбираю крипто, потому что у нас криптовалютная сфера. И далее переходим к прокси. Естественно, под мульти-аккаунты вам обязательно нужны прокси-сервера. Какие прокси-сервера использовать? Здесь, что называется, дело хозяйское. У меня есть список с моими рекомендациями. Собственно, давайте в описании, опять-таки, под этим видео я выложу ссылочку. В рамках данного видео давайте покажу на примере, наверное, самого топового в RU-сегменте провайдера прокси. Это Proxys.io. Здесь у нас есть разные прокси. И IPv6, и IPv4, естественно, и Shard, и индивидуальные, и зарубежные, и премиальные, и даже резидентские. Естественно, что самые лучшие прокси это прокси, во-первых, IPv4, потому что IPv6 много сайтов не поддерживают и легко палятся. Естественно, если рассматривать прокси IPv4, то здесь все зависит от ваших потребностей. То есть, если вам нужно делать мульти-аккаунты на каких-то серьезных сайтах, например, связанных с электронными платежными системами, банковскими услугами или на электронных площадках, то вам обязательно нужно использовать резидентские премиальные IPv4 прокси. В случае же с CoinList и с социальными сетями можно использовать индивидуальные IPv4, не премиальные, но они тоже в принципе сейчас не дешевые. Я же рекомендую брать индивидуальные прокси на Windows. Стоят они дешевле, чем резидентские, но по факту, по качеству они примерно такие же. Они в принципе не палятся системами антифрода, потому что в таком случае ваш пассивный отпечаток, то есть отпечаток у прокси, будет соответствовать вашей операционной системе, то есть везде будет Windows. И это правильно, и так в принципе должно быть. Тогда меньше вопросов у антифрод систем. После заказа прокси вам всегда приходят вот такие вот вещи. Это адрес вашего прокси, это порт. Порты у нас разные под прокси HTTPS и под прокси SOX 5. И, соответственно, логин и пароль под наши прокси, чтобы с помощью них логиниться. Все, у кого будут вот эти данные, смогут пользовать ваш прокси-сервер, поэтому строго не рекомендую их где-то палить. Я рекомендую все-таки использовать SOX 5. SOX они более анонимные, скажем так, и их сложнее вычислить. Соответственно, в графу прокси мы вставляем в определенном формате прокси, порт, логин и пароль от этого прокси. Если мы наведем вот сюда, то нам высветится подсказка, в каких форматах можно вводить. Формат через двоеточие, когда все 4 параметра идут вот так вместе через двоеточие подряд. Это такой универсальный формат, который используется практически везде. Поэтому, собственно, его-то я и рекомендую вам использовать. Значит, вставляем IP-адрес, вставляем порт от SOX, теперь вставляем логин и пароль.
все через двоеточие. Вот таким образом. Идет проверка соединения, сразу же видим мы, что у нас московский прокси все правильно определило наше местоположение, таймзона все правильно определилась, значит все хорошо, можно идти дальше. Далее у нас идет графа ссылка для смены IP. Она предназначена для тех, кто использует мобильные прокси. Чем отличается мобильные прокси от прокси вот IPv4 и IPv6? У мобильных прокси всегда есть определенный пул различных IP-адресов. Там достаточно много и меняются они каждый раз. Да? Можете проверить IP на своем телефоне, сделать режим в самолете, выключить режим в самолете, IP-адрес у вас изменится. То есть у вас подсеть останется та же, но сам IP-шник, конец IP-адреса, которые вот здесь вот конечные цифры, они могут меняться. Значит, такие IP-адреса они используются в основном для социальных сетей, таких как, например, Facebook или Instagram. И с другой стороны, они используются, когда у вас очень много таких аккаунтов в социальных сетях, например, потому что обычно мобильные прокси достаточно дорогие. То есть, допустим, один прокси выйдет вам в 4000 рублей, если вы будете покупать его на сайте Proxys.io. Под огромное количество, допустим, аккаунтов в социальных сетях, то это идеальный вариант. Под CoinList, под whitelist, конечно, лучше использовать IPv4 прокси. Поэтому данная графа, естественно, для тех, кто использует, как я сказал, мобильные прокси. Здесь вот подсказочка, как мы это сюда вводим и как меняется пул адресов для каждого последующего аккаунта. Здесь вводите просто название прокси, чтобы в дальнейшем его можно было легко использовать. К примеру, вы можете написать, в моем случае это будет там прокси MSK SOX, например, да. И в самом низу здесь у нас есть графа cookies. Это, соответственно, куки, которые мы можем сюда импортировать. Это на самом деле очень важная графа. Для чего она используется? Например, когда вы заходите в интернете на любой сайт, этот сайт собирает с вас куки-файлы. И в дальнейшем, например, если вы там залогинились и, соответственно, сохраните вот эти куки-файлы, то с помощью них вы сможете заходить на сайт без там логина и пароля, к примеру, да, и траст у сайта будет к вам намного выше, да, если вы будете использовать куки-файлы. В нашем случае, в наших примерах, это очень крутая штука для использования в whitelist'ах, особенно когда речь идет о использовании Twitter аккаунта, чтобы ваши твиттеры не банились, потому что такая проблема есть, и чтобы ее как-то, скажем так, нивелировать, нужно как раз использовать вот эти куки-файлы. Далее по видео я расскажу и покажу, как это делать. Сейчас давайте не будем на это отвлекаться, а продолжим с созданием профиля. Графа дополнительно. Обязательно мы сюда переходим, и здесь у нас идет подмена отпечатков, так называемых фингерпринтов. Их достаточно большое количество. Здесь представлены основные, по которым вас могут вычислить. Первый параметр это у нас юзер-агент. Он выставляется здесь у вас рандомно при создании профиля. Когда вы нажимаете создать профиль, рандомно здесь какой-то юзер-агент у вас просто появляется. Его можно изменить, но менять мы его будем при одном условии, далее покажу при каком. Юзер-агент как бы отражает вашу операционную систему и ваш браузер, которым вы пользуетесь. Далее параметр WebRTS. Его нужно обязательно подменять. Именно этот параметр может дать утечку вашего реального IP-адреса, даже когда вы сидите из-под прокси. Поэтому мы его обязательно подменяем, и лучше это делать вручную. То есть вот сюда меняем и прописываем сюда IP-адрес того прокси, который вы используете в данном профиле. Далее идет параметр Canvas. Это тоже один из основных отпечатков, по которому в принципе вас могут вычислить ваши мультиаккаунты. Там идет определенная отрисовка, в том числе цветовая. По ним создается определенный хэш. Если эти хэши совпадают большого количества аккаунтов наряду с другими параметрами, тогда антифрод система понимает, что вы пытаетесь ее обмануть. Поэтому лучше всего здесь также менять на шум. Далее параметр WebGL, это уже отрисовка различных там 3D моделей с помощью вашей видеокарты, поэтому здесь тоже рекомендуется всегда ставить шум. И далее, где уже конкретика по WebGL, то есть какая видеокарта и какой производитель используется, всегда выставляем вручную, и здесь параметры у нас создаются автоматически. Их мы тоже будем менять только при одном условии, когда при проверке нашего отпечатка результат по каким-то причинам будет неприемлемым. Далее идет Client Rex, еще один отпечаток, связанный с JavaScript. В общем, здесь тоже обязательно нужно ставить шум. Часовой пояс можно оставлять авто. При такой настройке часовой пояс будет автоматически соответствовать вашему IP-адресу. То же самое и язык. Если стоит авто, то и язык будет соответствовать вашему IP-адресу. Такая же ситуация абсолютно с геолокацией. Можно автоматически подтягивать
подтягивать геолокацию в соответствии с вашим IP-адресом. Я тоже рекомендую, поэтому здесь ставить авто. Далее идет процессор и память. Здесь мы выставляем вручную и выбираем, сколько у нас количество ядер и количество памяти. Рекомендую всегда от аккаунта к аккаунту варьировать данные параметры. Далее идет у нас экран. Экран можно использовать реальный, но если у вас большое количество мультов, я рекомендую все-таки на некоторых из них выставлять вручную и менять разрешение чисто рандомно на то, которое отличается от вашего реального, которое вы используете там на компьютере или которое стоит на сервере, где вы, в общем, создаете данные профили. Далее идет медиа, их тоже рекомендуется выставлять вручную. Здесь у нас количество входов там под микрофоны, под динамики, под камеру и так далее. Мы эти значения можем выставлять рандомно, но, естественно, опираясь на вот эту вот шкалу, не превышая максимальные значения. Далее у нас идет графа порты. То есть сайт, на который мы заходим, может посмотреть, какие у нас порты открыты, и исходя из этого понять, используем мы там прокси, VPN, пытаемся обмануть систему и так далее и тому подобное. Поэтому рекомендуется блокировать порты, и здесь они в принципе уже основные указаны, поэтому ничего не меняем, просто оставляем как есть. Графа Do Not Track — это, естественно, передача реферера, то есть сайт, на который вы заходите, увидит, с какого сайта вы к нему пришли, во-первых, и может с вас считать некоторую там личную информацию. Поэтому, в принципе, Do Not Track рекомендуется включать. И вот уже с такими настройками, да, то есть мы закончили настройку нашего профиля первого, мы можем его создавать. Создается он вот здесь, в правом верхнем углу, нажимаем на «Создать». После создания ваши аккаунты будут высвечены вот здесь, и мы можем уже их, например, запускать, да, как раз под тот прокси, который я вам сейчас показывал, под московский SOX. У меня уже создан один из аккаунтов, в принципе, можем его запустить и проверить. То есть нажимаем на запуск. Открывается у нас окно, и первым делом мы делаем проверку нашего прокси, которое мы купили, и проверку наших отпечатков, да, которые мы создавали в профиле. Для этого существует несколько сайтов, которые я рекомендую использовать. Во-первых, мы идем на сайт TheSafety.us, ссылочки все опять-таки, ребята, ставлю в описании под этим видео. Нажимаем на Check IP. Вот здесь. И в идеальном варианте мы должны увидеть вот такую вот зеленую надпись, что у нас идеальная анонимность. Первым делом мы смотрим наш IP-адрес. Вот здесь справа все по нашему IP-адресу, да. Вся информация по нашему IP, что IP-адрес не в блэк-листе, что он не от Tor сети, что проверка заголовков браузера также не выявила прокси fingerprint, то есть отпечаток, тоже не найден, и VPN не используется. Туннельный пинг, он не присутствует, это тоже важный на самом деле параметр. Если он у вас здесь есть, то рекомендую менять прокси, если вы делаете мультиаккаунты на серьезных сайтах. Для CoinList, например, двухсторонний пинг — это ничего страшного. Открытых портов у нас нет, потому что мы, в принципе, блокировали на уровне создания фингерпринта. И браузерный фингерпринт у нас отображает тот прокси, который у нас реально есть, да, то есть утечка никакая не происходит. И очень хорошо, когда вот здесь вот IP-адрес у нас высвечивается как от провайдера, то есть формата ISP. Вот это идеальный расклад, который может быть по прокси. Далее идем, здесь же смотрим, что WebRTS у нас утечка не происходит, что DNS в браузере у нас из той подсети, которая нам и нужна. Далее листаем вниз, смотрим, что у нас время по IP и время нашего браузера совпадают, так и должно быть. Далее смотрим, что операционная система у нас Windows 10, в заголовках также Windows 10, JavaScript выдает также Windows 10, и по пассивному отпечатку, по TCP/IP у нас также операционная система Windows, что очень и очень хорошо, когда вот эти вот параметры соответствуют. Для этого мы и брали, собственно, прокси на Windows. Далее идем и смотрим, что браузер у нас Chrome 96 версии. Это совпадает у нас с заголовками браузера и JavaScript. С языковой составляющей у нас тоже все хорошо. Можно еще сделать проверку сайтом Whoever. Здесь же можем посмотреть, что наша маскировка 100% анонимности. Прокси у нас нет, не используется. Анонимайзеры не используются. В черном списке IP-адрес не присутствует. На этом, в принципе, здесь можно больше ничего не смотреть. То есть это больше проверка была IP-адреса. Да? Теперь мы проверяем наш фингерпринт. Мы заходим на сайт iphay.com и смотрим, чтобы здесь желательно, да, были у нас все зеленые галочки. Если вдруг у вас здесь галочка красная или желтая, это проблема с вашим как раз юзер-агентом. В таком случае вы идете в профиль, вот сюда, в редактировать графу дополнительно и меняете свой юзер-агент вот здесь и сохраняете профиль и проверяете еще раз. Здесь должна у вас быть обязательно зеленая галочка. Location. Если проблема с графой location, значит что-то с геолокацией не так. Значит идет какая-то не та подача
подмена геолокации. Поэтому здесь нужно будет смотреть вот эту графу, геолокация. Если что, выставлять ее возможно вручную. Опять-таки, это может зависеть от вашего прокси. Если прокси корявый, он, соответственно, и коряво будет подтягивать вашу геолокацию. Далее, IP-адрес, соответственно, подтягивается, что у нас с ним все нормально. Хардвары пока пропустим и посмотрим software. Если проблема software, либо проблема с таймзоной, с часовым поясом, либо проблема с параметром язык, либо проблема со шрифтами, которые тоже, в принципе, здесь подменяются. Если вдруг тут красная галочка или желтая, да, то разбирайтесь именно с этими параметрами. Теперь графа хардвара. Здесь как раз все вещи, которые у нас связаны с железом. Это и WebGL, это и процессоры, память, и экран, и медиа, и так далее, и так далее, и так далее. То есть все, что касается хардвара. Поэтому, если здесь красная галочка, то, скорее всего, в 99% случаев это проблема с WebGL, вот с этим вот параметром. Поэтому смотрим и меняем вот здесь производителя и видеокарту, если вдруг у вас здесь какие-то проблемы. Если вы добились вот таких вот значений, то в принципе на 99% у вас все хорошо. Почему на 99%? Потому что у нас остался еще один сайт, где мы проверяем наш отпечаток. Ссылочка также будет в описании. Он полностью проверяет ваш отпечаток. Вначале он смотрит ваш юзер-агент, да, очень хорошо, когда здесь у вас 100% и вот так вот A+ стоит. Здесь далее тоже не должно быть никаких ошибок, везде должно стоять false, и здесь, соответственно, ниже никаких красных оповещений у вас быть не должно. Показываю пример, как это может быть. Браузер, видите, Trust Score, у него всего 58%, это очень низкий. И здесь у нас пошли уже проблемы. Здесь вот видите, красным выделено. И, соответственно, здесь они подсвечены. Если мы нажмем на детали, мы можем посмотреть, в чем проблема. Конкретно здесь проблема в аудиобуфере. То есть тот фингерпринт, который отвечает за аудио, он плохо сработал, и нужно разбираться с ним. Либо отключать его, либо пытаться изменить. Дальше идет еще одна ошибка, что шрифты у нас Windows, да, а юзер-агент линуксовский. И как бы они не совместимы. То есть тоже здесь мы спалились вот на этом. Таких вот вещей быть не должно, поэтому за этим внимательно следите. Далее опускаемся ниже и смотрим графу Prediction. В графе Prediction у вас здесь должно быть, ну, хотя бы больше 27%. Лучше, когда 36%. Вот эти цифры уже хорошие. Здесь идет оценка всех параметров, которые подменяются вашим антидетект браузером. И общий скор вам выдается. В принципе, вот это вот неплохое скор, с таким можно уже работать на самых серьезных сайтах. Как быть не должно? Если в этой графе у вас вылазит bot pattern detected, опять-таки, если вы работаете только с сайтами там CoinList и, например, социальными сетями типа Твиттера и Фейсбука, вот даже это нормально, то есть с этим можно работать. Как можно повысить здесь скор, да, но это только играться с отпечатками типа Canvas, WebGL и ClientRex. Вот эти вот три отпечатка, их можно где-то выставлять реальные, где-то там отключать, пытаться смотреть за изменением вашего общего вот этого рейтинга. Здесь больше нам, в принципе, ничего не интересно, ну, можете только прочекать, что у вас здесь Worker, WebGL и Canvas не горят красными, и вот здесь confidence, то есть уверенность в отпечатке, стоит high, то есть высокая уверенность. Все, если, соответственно, у нас везде все хорошо, и прокси, да, проверенный, то есть мы можем его использовать, и фингерпринт хороший, то профиль у нас создан идеально, и можно, значит, с ним работать, создавать там мультикаунты на любых сайтах. Далее давайте перейдем к следующему топовому антидетекту, которым я пользуюсь и который я также рекомендую. Это у нас браузер Incogniton, ссылочка опять-таки в описании. Он также, в принципе, как и Dolphin Anti, позволяет создавать 10 бесплатных профилей, но с подменой фингерпринтов у него, конечно, есть нюансы. Скачивайте, устанавливайте, на главной странице всегда смотрите, проверяйте обновления. Это касается не только этого браузера, но и всех остальных. У вас всегда должны быть актуальные версии браузеров. То есть нажимаете на проверить наличие обновлений, и если нужно, обновляетесь. Проверили, обновились до последних версий. И идем в графу управления профилями. Здесь все тоже достаточно просто. Для создания нового профиля мы нажимаем на вот здесь вот справа новый профиль, выбираем название профиля. Выбираем какую-то группу, если вы ее создавали, да, например, группа крипто, и туда все, допустим, профили CoinList, либо там группа социальные сети, и там все Фейсбуки, Твиттеры и так далее. У меня группа не создана, поэтому я ничего не выбираю. Далее выбираем операционную систему, опять-таки я советую выбирать ту, которая у вас на самом деле на компьютере или сервере, где стоит Incogniton, и ниже выбираем версию браузера, последняя 93 в данном случае, и нажимаем на сгенерировать новый отпечаток. После этого у нас отпечаток, в принципе, сам
нам полностью также сгенерировался. Теперь нам нужно посмотреть, что с ним все в порядке, что он нормальный. Идем в графу прокси сервер, знакомая нам уже графа, выбираем здесь HTTP или SOCKS 5, в зависимости от того, который мы приобрели. И также, как по аналогии с браузером Dolphin Anti, вбиваем сюда IP, двоеточие, порт. Например, у вас вот здесь вот в скобочках написано. Далее логин и пароль от прокси. Если мы используем ротирующий прокси сервер, это, например, как раз мобильный, то ставим здесь галочку и нажимаем на проверить прокси. Если все хорошо, идем на следующую графу часовой пояс. Здесь он выставляется автоматически на основе IP адреса. Оставляем его включенным, да, если опять-таки не будет косяков при проверке. Если вдруг потом будут косяки при проверке, то либо меняем прокси на нормальный, либо включаем здесь и выбираем часовой пояс вручную, тот, который нам нужен. Далее идем в WebRTS. WebRTS в данном случае всегда ставим вот здесь вот фейковый. Здесь он будет подменяться на основе нашего внешнего IP, то есть нашего прокси. Геолокация тоже ставим по умолчанию и ставим ползунок заполнить геолокацию на основе IP адреса. Если какая-то у нас проблема с геолокацией при дальнейшей проверке, то отключаем и ставим геолокацию вручную. И параметры, которые у нас, собственно, дополнительные. Параметры JS. Здесь у нас первым делом идет user-агент. Его можно оставлять, какой он рандомно сгенерировался. Разрешение экрана, в принципе, платформа и так далее можно оставлять как есть. Количество ядер и размер памяти устройств на ваше усмотрение. Ползунок на языках должен стоять. Единственное, что бы я здесь поменял, это все-таки я бы включил вот этот вот do not track, про который мы уже говорили, параметра на параметр true. Вот так. Далее шрифты. Подмена включена по умолчанию. Мы оставляем так, как есть. Медиа устройство по умолчанию включена подмена. Здесь можно их менять. Можно оставлять так, как рандомно поставил нам сам браузер инкогнитон. Далее идет оборудование. И вот здесь важный момент. Мы обязательно заменяем Canvas и заменяем WebGL с метаданными WebGL. Но вот этот отпечаток fingerprint audio context, подмена аудио, его нужно здесь выключать. Данная фигня очень сильно палится в данном браузере. Поэтому я рекомендую его все-таки выключать. Далее спускаемся в графа DNS. Вот здесь можно оставить как есть. То есть DNS будет на основе вашего IP-адреса, либо можно включить DNS и проставить сюда какой-нибудь публичный DNS. Например, DNS Гугла, да, там, который все единицы, вот так. Графа прочее, последняя графа. Здесь мы оставляем все как есть. То есть блокируется активный сеанс и подменяется язык браузера. После того, как мы все параметры выбрали, мы нажимаем вот здесь справа на создать профиль. И у нас создается профиль, который у нас потом вот здесь, собственно, и отображаются. И затем, естественно, начинаем проверку нашего профиля, да, после его создания. Проверяем через TheSafety.us и сайт Whoever наш IP-адрес. И потом проверяем наши отпечатки через сайт IP-Hash, что здесь должны быть все зеленые галочки. И через Script.js, да, видим, что здесь Trust у нас 100% у юзер-агента, ошибок никаких у нас здесь нет, но присутствует bot pattern, да, про который я говорил. Trust здесь, конечно, намного ниже, чем у Dolphin Anti. Здесь уверенность, confidence у Worker и у WebGL низкая. Видите, да, разницу. У Dolphin Anti она была высокая. Это можно попробовать исправить, например, отключая подмену Canvas. Но опять-таки это сильно повлияет на нашу анонимность, потому что отпечаток аудиоконтекст у нас уже выключенный, то есть он используется реальный. И если мы в том числе будем использовать реальный Canvas, то есть это повышает шансы, что наш мультикаунт спалят. Поэтому для инкогнитона рекомендую, если у вас здесь bot pattern стоит, то сильно не пытаться это поменять, а использовать уже его в рабочих целях. Для, например, CoinList подходит идеально, банов нет. Для Твиттера тоже идеально подходит, никаких банов не было, как, собственно, и для других социальных сетей. Для Google AdWords или AdSense не использовал, не знаю, ничего сказать не могу, равно как не стал бы использовать для всяких там PayPal и электронных площадок. Можете затестить. 10 бесплатных профилей у вас всегда есть. Если рассматривать платные варианты данного антидетект браузера, то здесь у нас следующие варианты. За $30 в месяц мы получаем 50 бесплатных профилей. За $80 получаем 150 профилей. И за $150 получаем 500 браузерных профилей. То есть прайсинг здесь вот такой. Можете сравнить его с предыдущим кандидатом, так сказать, и сделать некий выбор. Ну а мы переходим, давайте, к следующему браузеру. Это у нас браузер AdsPower. Это китайская разработка, китайский браузер.
браузер, но весьма-весьма качественный. Здесь мы, к сожалению, имеем всего 2 бесплатных профиля браузерных. Создание профиля здесь немножечко отличается, поэтому быстро давайте я вам покажу, как здесь обстоит дело. Если у вас стоит русский язык, поменяйте внизу вот здесь его на английский, потому что в русском вы полностью запутаетесь. Тут ужасный перевод, поэтому лучше работать в английском варианте. Нажимаем на кнопочку Create, это создание. То здесь сразу бросается в глаза, да, какое отличие. Во-первых, мы можем выбрать платформу, с которой начнет работу данный браузер. Да, но это как бы стартовая страница, в принципе, это настраивается практически в любом антидетект в браузере, но здесь это идет как обязательная графа для заполнения профиля. Что мы здесь видим? Предлагают обузить сразу Facebook, Amazon, PayPal, почту Гугла, AliExpress, eBay и много-много других сайтов. Можете здесь посмотреть, полистать. Мягко выражаясь, намекает на то, что в принципе на всех вот этих вот сайтах мультиаккаунты будут работать. Насколько это действительно так, сказать не могу, на всех не пробовал, но CoinList и социальные сети работают действительно на ура. Вообще, вроде как данный браузер создавался под обуз AliExpress в первую очередь. Значит, здесь мы выбираем ту платформу, на которой мы хотим, чтобы наш профиль стартовал. Если здесь нету того сайта, который вам нужен, просто выбираете Other и вписываете сюда тот домен, на котором вы хотите, чтобы профиль открылся. К примеру, это сайт того же CoinList. И далее, смотрите, какой тут важный момент. Вот этот юзернейм и пароль, они приурочены как раз к тому сайту, который открывается, да, то есть, если это CoinList, нам нужно там /login сделать, да, то есть, посмотрите, какая там страница под логин идет, и вбивая сюда юзернейм и пароль, автоматически мы залогинимся на данном сайте. Профиль зайдет туда, залогинится, введет юзернейм, пароль и сохранит сразу же куки файлы, чтобы потом можно было входить без пароля и логина. Куки же здесь далее можно также импортировать. Я про это расскажу в самом конце, покажу на примере Твиттера, как это все действует и работает. Здесь мы можем выставить чуть выше, проверять дубликаты юзернейма и пароля и проверять куки, дубликаты куков. Для чего это делается? Это делается, если у вас, например, 100-500 профилей, все логинятся на CoinList. Да, если вдруг вы случайно там где-то одинаковые пароли и логины или использовали одинаковые куки для входа на сайт, чтобы у вас не было двойного входа, да, не дай бог, с разных геолокаций, с разных устройств там и так далее, то это, конечно же, с большей вероятностью пахнет баном. Поэтому вот эти галочки выставляются здесь для проверки вот этого всего. Если вам вот это вот все дело не нужно, тогда здесь вы ничего не заполняете, вот здесь никакой начальный сайт не заполняете, а здесь убираете просто галочки и игнорируете вот эти вот все ошибки, если они у вас высвечиваются. Прокси далее идет 5, можно использовать HTTP, HTTPS, можно туннельный здесь прокси использовать. Выбрали тип прокси, сюда вбили его IP адрес, далее вбили порт, юзернейм и пароль от прокси. И нажали на чек прокси, проверили его, да. Ниже у нас идет IP, который динамически меняется, то есть может быть мобильный IP. Если у вас такой прокси, то вы его вбиваете вот сюда. И далее можете выбрать также группу, создать ее вот здесь справа, например, назвать ее крипто в нашем случае, либо оставить без каких-либо групп, и тогда у вас будет это просто без группировки. Ниже у нас идет операционная система. Помимо Windows, Mac и Linux, здесь, что интересно, есть еще профили под Android и iOS. Честно сказать, пока их не пробовал, насколько это рабочая история, но и такое желание есть. По результатам, конечно, сообщу, как это все здесь дело работает. Но рекомендую, опять-таки, использовать ту систему, которая у вас по факту стоит на компьютере или сервере. Далее, версия браузера можно ставить all, то есть все, любые. И юзер-агент у нас здесь автоматически рандомно проставился. Если вы его хотите поменять по каким-то причинам, например, вам плохой отпечаток, да, потом показывает, то нажимаете на графу Change, вот здесь. Advanced Settings, это у нас продвинутые настройки. Что здесь у нас есть? Стандартно у нас есть таймзона, которая определяется по IP-адресу, если включен ползунок, а по умолчанию он включен. Далее идет WebRTS. По умолчанию почему-то он выключен. Обязательно ставьте здесь Replace, чтобы ваш настоящий IP-адрес был заменен адресом прокси. Далее идет, значит, локация ползунок, что генерировать на основе IP-адреса оставляем, и язык тоже на основе IP-адреса, также ползунок оставляем включенный. Дальше идет расширение экрана, можно оставлять авто, тогда он будет автоматически выставлять рандомное значение. Далее идет System Fonts, это шрифты. Рекомендую менять шрифты, ставить кастом вот здесь, и то значение, которое вот здесь вот рандомно появится, в принципе, можно его оставить.
оставить. Далее идет отпечаток Canvas, он по умолчанию стоит с шумом, так и оставляем. Подмена WebGL тоже ставим его с шумом, и здесь графа Custom. Метаданных ставим Custom, то есть чтобы он автоматически проставлял нам производителя и видеокарту необходимую. Параметр Audio Context. Здесь так же как с браузером Incogniton, я рекомендую вам закрывать его. Media девайсы, Client Tracks и Speech Voices везде выставляем шумы, то есть noise. После этого у нас идут количество ядер и память, выставляем как в душе угодно. Главное, чтобы отличалось от профиля к профилю. Device Name далее. Кстати, вот интересный параметр. Больше ни в каких антидетектах я его не видел. Это подмена имени вашего устройства. Конечно, лучше здесь ставить Custom, и у вас рандомно имя устройства здесь меняется на какое-то уникальное. И, соответственно, у нас Do Not Track, наш параметр, да, который запрещает либо позволяет считывать с нас персональную информацию нашего профиля. Советую здесь ставить Close, то есть закрывать эту возможность для других сайтов. Параметр Flash, много про него рассказывал, когда записывал предыдущее видео по созданию мультиаккаунтов. Повторяться уже не буду, в любом случае здесь лучше всегда ставить Close, но естественно защита портов последняя, да, ставим Enable, после этого нажимаем кнопочку ОК и наш профиль создается. У меня уже профиль создан с теми параметрами, естественно, с которыми я вам сейчас все это показал. Запускаем мы его, естественно, по клавише Open. Соответственно, здесь у нас всегда стартовая страница, это вот такая вот история, которая сразу нам показывает некоторые параметры нашего созданного профиля. Можно ее закрыть и перейти на сайты проверки фингерпринтов. После того, естественно, как вы проверили свой IP-адрес. Вот, видите, здесь у нас Hardwire светится красным, да. Честно сказать, я пробовал всякими разными способами. Здесь я отключал Audio Context, но вы видели, что он здесь у нас в данном профиле отключен. И потом отключал Canvas и другие параметры. Менял WebGL. Не получалось у меня добиться, чтобы был идеальный отпечаток по Hardwire. Хотя при этом, если смотреть сайт Crypt.js, то он как раз проблем не находит. И конкретно в данном случае я бы, наверное, предпочтение отдал именно ему. Видим, что здесь у нас юзер-агент на 100%. Видим, что здесь у нас не бот pattern, а score 36%. Далее уверенность по worker и по WebGL у нас высокая. И они у нас не подсвечены красным. Да, Canvas тоже все нормально. И аудио Fingerprint, так как мы его не меняли, он тоже в норме. Данный браузер отлично подходит для мультиаккаунтов на различных веб-сайтах. Еще раз повторяю, под CoinList это один из очень хороших вариантов. Значит, быстро еще пробежимся по интерфейсу. Здесь он кардинально отличается от других. Помимо двух бесплатных профилей, на 7 дней можно активировать, у вас вот здесь кнопочка будет, платную подписку. Она дает вам ряд преимуществ. Например, это робот RPA. Здесь уже есть ряд плагинов под различные сервисы. Что эти скрипты делают? Ну, абсолютно разные вещи. Например, скрипт по просмотру вашего YouTube видео. Для Facebook приглашение в друзья, лайки, шер, на Амазоне добавить в корзину. То есть абсолютно разные скрипты. Они все, естественно, рабочие. Здесь же мы можем создать собственный task flow, то есть автоматизировать выполнение любого процесса. И отдельная история отдельного видео. Но возможность такая есть, и я ее здесь вам просто показываю. Далее есть Application Center. Это у нас расширение, те, которые можно автоматически поставить на все профили. Например, Amazon Order или Facebook Advertising Report, Google Translate, автозаполнение данных, расширение по записи ваших данных в браузере, то есть записываете то, что вы там кликаете мышкой, делаете, и потом это все дело воспроизводится. Некая тоже автоматизация процесса, как вот в RPA мы смотрели, собственно, для RPA она и создается, и потом туда импортируется вот этим вот расширением. И далее расширение по различным Amazon, Alibaba и другим электронным торговым площадкам и не только. Такие вот возможности, значительно отличающиеся, скажем так, от предыдущих антидетект браузеров, здесь присутствуют. В принципе, это основы, которые вам нужно знать по данному браузеру, чтобы с ним уже начать полноценно работать. Если зайти на их сайт, то в графе Pricing, соответственно, цены, мы можем посмотреть, сколько же здесь стоят у нас платные вещи. То есть два браузерных профиля, как я сказал, бесплатные. За $10 в месяц мы получаем 10 профилей, за $25 50 профилей, за $100 200 профилей, и, соответственно, есть
кастомизированный план, где вы определяете вообще свое количество профилей, которое вы хотели бы приобрести. Двигаемся далее. Следующий браузер — это браузер GoLogin. Тоже очень хороший браузер. Естественно, с возможностью бесплатного создания профиля. Здесь мы можем создать 3 бесплатных профиля и ими пользоваться с полным функционалом. Скачивайте программу, ссылочка будет в описании под видео. Устанавливаете, получаете вот такое вот окошко. Для создания профиля вверху нажимаем на New Profile. Нас почему-то сразу перекидывает на профиль, хотя нам нужно на Overview сначала, вот сюда. Здесь выбираем операционную систему, как обычно, которая у нас на компьютере, это в моем случае это Windows. Нажимаем на New Fingerprint, что, собственно, создает нам новый отпечаток, который мы можем сразу лицезреть вот здесь вот справа, и начинаем его, так сказать, корректировать, подстраивать и так далее. Переходим в графу прокси, здесь выбираем либо HTTP, либо SOCKS 5, который мы приобрели. Здесь же, смотрите, есть прокси от Tor Network, это бесплатные прокси, которые у вас будут работать, но их использовать просто для серфинга интернета, так сказать, в анонимном режиме. Так же, как есть и free прокси, то есть бесплатные прокси, здесь тоже можно выбрать представленные страны. Скорее всего, он будет дырявым, то есть палиться на сайтах, но некую анонимность он может вам привнести. В общем, тут такая возможность есть. В других антидетект браузерах, которые я до этого показывал, там этой возможности не было, поэтому я ее здесь комментирую. Естественно, в нашем случае нам нужно выбирать либо HTTP, либо SOCKS, наши купленные хорошие индивидуальные IP4 прокси. Это что касается CoinList, тем более всяких электронных площадок и платежных систем. SOCKS 5 все так же, здесь IP-адрес, здесь справа его порт, логин и пароли от прокси. Создали, проверка автоматически проходит, если все хорошо, переходим на таймзону. По дефолту у нас стоит таймзона по IP-адресу, оставляем. WebRTS стоит по дефолту как нужно, геолокация также меняется по IP-адресу, здесь все хорошо. Далее идем в Advanced. Здесь как раз мы меняем наш юзер-агент, расширение экрана, можете менять, можете оставить рандомное значение, языки. Важный момент, вот видите, языки здесь выставились рандомно. То есть у нас получилось, что прокси русский, а язык почему-то только английский. И так быть не должно. Поэтому идем в графу Edit, вот сюда. И если у вас также русский прокси или какой-то другой, то вы должны выбрать соответствующий язык, чтобы он у вас обязательно присутствовал. В данном случае мы выбираем язык Russian, выбираем и нажимаем на Save. Теперь у нас 2 языка, все как бы хорошо, русский присутствует. Далее платформа Win32, все хорошо. Количество ядер и памяти выставляете, как вам необходимо. Do not track включаете. Шрифты идет подмена, оставляете как есть. Медиа устройства тоже тут автоматически подменяются. Далее пошел hardware. Canvas, который здесь отключен, я рекомендую все-таки выставлять noise. Аудиоконтекст тоже отключаем, как обычно, как и на предыдущих браузерах. WebGL ставим noise, и здесь mask. Соответственно, он меняет нам значение нашего параметра WebGL. Далее идут нюансы, которые присущи только этому браузеру. Первый параметр работает примерно как считывание cook. Этот параметр по дефолту включен, его мы обязательно оставляем. Далее идет специальная графа, где браузер содержит расширения, все их параметры. То есть, если вы хотите из браузера устанавливать какие-то расширения, вы ее включаете для конкретного профиля и в том профиле устанавливаете необходимые вам уже расширения. Браузер плагинс тоже оставляем по дефолту, включено. Данный параметр у нас маскирует потенциально уязвимые плагины, такие как, например, Adobe PDF и так далее, через которые вас тоже можно считать и вычислить. Графа Other, включаем блок активная сессия, вы не сможете запустить профиль на нескольких машинах одновременно, и это хорошо, так должно быть. Если вам нужны активация каких-то сервисов Гугла, то включайте этот ползунок. Далее идет возможность в профиле делать закладки, возможность оставлять историю браузера, какие сайты вы посещали и так далее. Я рекомендую эту опцию оставлять включенной. Далее у нас идет сохранение, возможность сохранения паролей в браузере и возможность сохранения сессий. Допустим, открыли 5 вкладок каких-то, закрыли браузер, открыли заново, эти все 5 вкладок у вас остаются открытыми. Debug мод мы не включаем, он вам не нужен. В конце можно указать DNS сервера, про которые мы уже говорили, когда рассматривали браузер Incogniton. Здесь можете вписать те публичные DNS, которые вы хотите использовать, либо оставить пустым, и тогда DNS будет использоваться вашего прокси сервера. Последняя графа — это графа куки, куда мы можем, собственно, их импортировать. Про куки отдельная история, как я уже сказал, мы к этому вопросу вернемся. После этого нажимаем на Create Profile, создается профиль, и в графе Profiles он у вас будет отображаться. Соответственно, давайте запустим данный профиль и посмотрим
смотрим на хардварный отпечаток. IP опять-таки мы, естественно, проверять не будем, потому что используем тот же на Windows. Достаточно долго здесь запускается окна браузеров. Это, наверное, один из минусов данного антидетекта, который я бы мог выделить. Больше, наверное, я не нашел. И, соответственно, переходим сразу же на сайт IP-Hey и на Crypt.js. IP-Hey у нас выдает идеальную картину. Она лучше, чем у браузера AdsPower. Ну и Crypt.js. Здесь у нас все идеально по юзер-агенту. Нет никаких ошибок, как мы видим. Значит, скор общий у нас 36. Это хороший результат. И высокая уверенность в Worker и WebGL. С Canvas тоже все хорошо. Аудио Fingerprint мы отключали, поэтому у нас реальный здесь тоже проблем нет. Таким образом, хороший вариант использования. Здесь у нас 3 бесплатных профиля можно создавать. А если перейти на их сайт, то в графе Pricing можем увидеть цены на платные версии. Здесь у нас получается, что за $24 мы получаем 100 браузерных профилей, за $50 300, за 99 1000 и, соответственно, решение Custom. Здесь можно выбирать абсолютно любое количество браузерных профилей и ценник у вас пересчитается. Ну и давайте теперь перейдем к последнему браузеру. Это, так сказать, такая вишенка на торте. Это, ну, можно сказать, убийца всех текущих антидетект браузеров. Почему я так считаю и почему тогда я про данный браузер рассказываю в последнюю очередь? Все очень просто. Данный браузер пока еще находится в альфа-версии, то есть это закрытое тестирование. Бета-версия данного браузера официально стартует в январе 2022 года. Будет бесплатная версия, 2 профиля бесплатных. По стоимости, естественно, пока ничего не понятно. Наверное, будет по рынку, я так думаю. Хотя не факт. Почему, сейчас объясню. Данный браузер на основе машинного обучения вычленяет реальные отпечатки конфигурации реальных пользователей. То есть это не добавление шумов, это применение подмена реальных отпечатков, которые были собраны на основе технологии машинного обучения. Кроме этого, очень удобные рабочие пространства у данного браузера и простое создание профилей. И, соответственно, те профили, которые мы применяем, они все бесплатные и доступны в встроенном пуле. То есть вам не нужно там что-то где-то выбирать и настраивать, вы просто выбираете уже готовый профиль с теми отпечатками, которые нейронная сеть вычислила от какого-то реального нового конфига, да, и он тут же попадает этот профиль в пул, где мы его выбираем и применяем. То есть эта система действительно отличается от того, что было и есть в текущих антидетект браузерах, и надеюсь, что будет рабочий на все 100%. Сейчас можно попасть в альфа-тестирование данного браузера, либо дождаться бета-версии в январе. Если хотите попасть в альфа-тестирование, то пишите на вот этот Telegram, который указан внизу на сайте. Ссылочку я оставлю, знаете где. Пишите на данный телеграм-канал, что хотели бы принять участие в альфа-тестировании. Вас спросят, как и от кого вы узнали про данный браузер. Можете скинуть ссылку на это видео, либо на телеграм-канал CryptoLife Channel, после чего вас, собственно, добавят в альфа-версию и выдадут ключ для участия в альфа-тестировании. Ребят, это, в принципе, все, что я хотел вам показать и рассказать по антидетект браузерам. Единственный, наверное, элемент, который у нас сейчас еще остался, да, про который я обещал вам рассказать в данном конкретном видео, это куки-файлы и работа с ними. Напомню, что речь идет вот об этих вот графах. Они есть в каждом антидетект браузере, где мы можем импортировать, либо экспортировать наши куки-файлы. Для чего это нужно и как правильно, грамотно этим пользоваться с точки зрения участия в white-листах, там, где нам, в частности, нужны Twitter аккаунты. Если вы уже сталкивались с конкурсами, airdropами и так далее, проводимыми на сайте Gleam или на его аналогах, то вы, наверное, более чем в курсе, что те Twitter аккаунты, которые мы создаем и используем для этих целей, они очень часто попадают в бан. Соответственно, чтобы нам снизить эти риски, есть несколько моментов. Первый момент: если вы создаете аккаунты сами с нуля, то вам, во-первых, нужно использовать хорошие прокси. Какие прокси использовать? Еще раз я оставлю ссылочки в описании, можете брать любые из представленных там, они все идеально подойдут. Далее, когда вы регистрируете аккаунт, вас обязательно попросят и подвести номер телефона и подтвердить его. Если у вас нету своих симок, то на один номер телефона регистрировать несколько аккаунтов Твиттера нельзя. Поэтому для этих целей лучше использовать SMS Activate или его аналоги. Опять-таки ссылочки оставлю в описании. После того, как вы зарегистрировали аккаунт, первым делом, что вы должны сделать, это заполнить профиль. Обязательно ставьте аватар. Не обязательно это должен быть человек, но должно что-то стоять. И вот эту вот шапку тоже выставляете. Что-нибудь пишем в био, биографии, да, неважно что, главное, чтобы было заполнено. Чтобы ваш аккаунт выглядел более-менее живым, да. Если вы создали аккаунт с нуля, не в
в коем случае не должны его сразу подключать к глиму. Ваш аккаунт должен отлежаться несколько дней, хотя бы 4-5, лучше неделю. Потому что все новореги, которые сразу же подключаются к глиму, глим автоматически воспринимает как ботов. По сути, вы даже не будете участвовать в этих конкурсах и даже не будете по факту этого знать. Поэтому не делайте таких ошибок, обязательно дайте отлежку, если у вас новый аккаунт. За это время, пока у вас аккаунт, так сказать, отлеживается, нужно хотя бы несколько твитов, там 5-10 твитов сделать. Можете что-то написать, можете какую-то статейку сюда сами скинуть, можете кого-то ретвитнуть. И, соответственно, мы начинаем набирать наших фолловеров. Желательно набрать как минимум 50 фолловеров. Твиттера есть ограничения и по фолловерам, и по постам и репостам. Там они негласные, можете их поискать в интернете. Но я рекомендую на первых порах, по крайней мере, несколько первых дней, не фолловить большое количество людей. По 10, по 15 человек в сутки этого будет достаточно. Фолловим никого попало, а только тех людей, которые сделают взаимную подписку на нас. Где таких людей брать? Есть определенные телеграм-группы. Давайте несколько групп я оставлю в описании под этим видео. Значит, с репостами тоже не жестите. Если вы подряд начнете выполнять подобные формы по там несколько десятков в день на одних и тех же аккаунтах, естественно, вас Twitter либо забанит за спам, тем более если у вас свежий аккаунт, либо опять выбьет вас на подтверждение номера телефона, и если у вас нету симки под рукой, так сказать, а вы регистрировали на виртуальный номер, то прощай аккаунт. Другой вариант — это приобрести уже готовые аккаунты, заполненные с аватарками, с био, где-то с подписчиками, где-то с постами и так далее. Где находить такие аккаунты? Ресурсов достаточно много, но лично я обычно приобретаю на X-Market. Естественно, ссылку оставлю. И теперь важный момент, какие аккаунты брать. Мы берем и ищем те аккаунты, которые продаются вместе с куками. И сейчас покажу, как ими пользоваться. Либо покупаем аккаунты, которые aged, возрастные. Вот у меня несколько аккаунтов 2010 года, вот эти, сейчас их в наличии нет, они тоже, в принципе, достаточно дорогие по сравнению с другими. Вот, к примеру, недавно купленный, еще даже не добрал 50 фолловеров. Но такие аккаунты, они, во-первых, практически никогда не требуют подтверждения по телефону и позволяют вам больше производить различных действий, там репостов и так далее, то есть более лояльное отношение к этим аккаунтам. У меня аккаунты уже с куками, которые куплены, давайте посмотрим, как это происходит. Будем использовать все тот же профиль в браузере Dolphin Anti. На этом IP-адресе специально не создавал Twitter аккаунт, чтобы все показать. Значит, в каком формате у вас будут идти купленные аккаунты? Сначала логин идет, потом пароль, затем идет почта, на которую регистрировался данный аккаунт, затем пароль от почты. Далее через двоеточие идет юзер-агент, который вы можете, кстати, тоже использовать в антидетекте, да, прямо его, потому что на него регистрировался аккаунт, будет больше доверия. Можете прямо его скопировать вот так и вставить вот сюда вместо юзер-агента, который установлен здесь. Далее через двоеточие как раз идут куки-файлы. То есть мы после двоеточия вот отсюда начинаем копировать до конца, до вот этого равно. И вставляем вот сюда. Нам пишут, что JSON формат, куков найдено 15. Мы сохраняем этот профиль, запускаем его. Теперь, когда мы вводим twitter.com, что происходит? Куки автоматически подгружаются, и мы попадаем в наш аккаунт. Мы не вводим логины и пароли. Нас не требуют подтверждать номер телефона. Это абсолютно, видите, нулевый аккаунт, у которого, правда, есть фолловеры. Это новый, свежий новорек, в который мы вошли под другим IP-адресом. Но с учетом того, что мы использовали куки-файлы и тот же юзер-агент, Twitter воспринял нас за того же человека. Теперь очень аккуратно набираем фолловеров аккаунту по той же схеме, как я рассказал. Делаем некоторые твиты, ретвиты, то есть проявляем некоторую активность, и через там несколько дней, условно 5-7, когда аккаунт будет уже прокачанный, скажем так, отлеженный, мы начинаем с ним уже производить манипуляции на сайте Glim, на других платформах, участвуя в airdropах, конкурсах и в других интересных активностях. Что еще может быть важным, какие еще нюансы при работе с Glim и подобными платформами? С Discord тут проблем никаких нет, в каждом браузере можете легко создавать новый Discord. Давайте два слова буквально про Telegram. Здесь что вам нужно понимать? Телеграммы, конечно же, они приобретаются. Это проще всего. Выбираем на том же сервисе Ackmarket Social Networks и здесь Telegram. Теперь, что нам нужно понимать? Здесь нам абсолютно без разницы, какие Telegram аккаунты брать. Главное, чтобы они были для портативной версии. Это основной момент. Но здесь они все для портативной. Если найдете где-то дешевле, ради бога, скорее всего они есть, я всегда беру на Ackmarket, потому что меня устраивает здесь качество.
качество в первую очередь. На самом деле Telegram, по крайней мере пока, очень лоялен к созданию мультиаккаунтов. То есть вы можете в принципе не использовать прокси-сервера, держать на одном IP-адресе много разных Telegram аккаунтов и входить в них по очереди, соответственно выполняя тот либо иной конкурс, airdrop и так далее. Но я бы рекомендовал делать это на каком-нибудь VPS или VDS сервере, ну либо на другой какой-то виртуальной машине, короче, не там, где у вас стоит основной Telegram, потому что мало ли что, и ладно, бог с ним, все эти мультиаккаунты, которые были куплены, нежели ваш основной аккаунт, на котором какие-то важные сообщения или, может быть, созданные чаты, группы и так далее, то есть, чтобы не подвергать риску ваш основной аккаунт. Причем для этого покупать сервер не обязательно. У меня есть отдельная статейка и видео по тому, как можно создать бесплатный сервер на Microsoft Azure. Он на Windows, это видео актуально, берите, пользуйтесь. Сервер создается на месяц. Ну и последние нюансы, такие точечные моменты, которые у вас могут возникнуть в связи с участием в конкурсах Gleam и аналогичных платформах. Это, значит, во-первых, какие email адреса использовать, потому что при регистрации в Gleam вам, естественно, потребуется email адрес и адреса кошельков, потому что здесь есть конкурсы, которые требуют, допустим, кошельков в сети эфира, есть конкурсы, которые требуют адреса кошельков в сети Binance и так далее и тому подобное. Где это все брать? Значит, что касается почты, естественно, если вы покупали, да, как вот мы до этого Twitter аккаунт, привязанный к почте Outlook, то, естественно, наиболее рациональным вариантом будет использование вот данной почты. Outlook идеально подходит для глимов и там других всяких платформ. Единственная проблема, с которой может возникнуть, это почты mail.ru. Их мало кто любит на самом деле, поэтому используем либо вот этот вариант, когда у вас уже есть, так сказать, готовый e-mail на Outlook, либо если вы сами регистрируете с нуля Twitter аккаунт, то я вам рекомендую использовать почту Google, то есть gmail.com. Это наилучший вариант на все случаи жизни и во все времена. Что касается адресов криптокошельков, где их брать в массовом количестве? Все очень просто. У нас есть превосходнейший сайт cointool.app, где мы можем создавать пачками кошельки, которые нам необходимы. Мы переходим в графу Batch Wallet Generate, вот здесь, выбираем ту сеть, на которой мы бы хотели создать кошелек, то есть выбрали, здесь нажали количество кошельков, которые мы хотим создать, например, 10. И нажали вот сюда. Все, пожалуйста, 10 кошельков вам автоматически создалось. Причем у вас есть адрес, у вас есть приватный ключ к нему и есть мнемоническая фраза, да, по которой все восстанавливается. Сохраняйте это себе и можете импортировать потом в MetaMask или в Trust Wallet, да, в любой кошелек, где есть импорт своего кошелька. Соответственно, вы на эти кошельки, на все, можете принимать средства и потом, импортировав их куда-либо, полностью распоряжаться своими средствами. По нюансам тоже теперь закончили. У вас же, если вдруг остались какие-то вопросы, пожалуйста, welcome либо в личку, все мои контакты в описании под этим видео, естественно, либо вступайте в наш телеграм-чат, я про него уже сегодня неоднократно упоминал, там либо я, либо кто-то из ребят вам обязательно там подскажут, помогут. Все, ребят, спасибо вам за просмотр данного видео, всем хорошего настроения и больших профитов.